Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с самыми интересными новостями Армении и Азербайджана. Последние новости, что пишет армянская пресса, сегодняшняя информация. Руководители Армении и Азербайджана соревнуются в том, кто еще больше обострит обстановку, заведет ситуацию в тупик. Это заявил Тигран Абрамян. Вот видите на фотографии. В общем, сейчас, да, такая ситуация, что очень напряженная и на границе обстановка, в Карабахе непонятная ситуация. И сейчас уже Ильхам Алиев делал жесткие заявления, Пашинян стал в шестую позицию против всех практически. Он сейчас за страны НАТО, он вообще с Путиным никаких дел не хочет иметь, и с АДКБ. Руководители Армении и Азербайджана соревнуются в том, кто еще больше обострит обстановку, кто заведет ситуацию в тупик, кто сделает такое заявление, которое вызовет угрозу новых боевых действий. Написал на своей странице Facebook секретарь фракции «Честь имеет» Тигран Абрамян. Ну, такой не глупый, вижу, армянский политик анализирует правильно ситуацию. Власти, похоже, еще не реализовали то, что планировали сдать. И вместо противодействовать деструктивности Азербайджана, его заявки на войну, внешним и оборонительным механизмом. И они вступают в поле предложенных Алиевым правил игры. В общем, намекает, что скоро война начнется. Ситуация ушла в русло явной непредсказуемости. А правительство Армении в ответ на это занято перекрытием, украшением улиц и преждевременной установки елки на площади. Написал Тигран Абрамян. В общем, Армения готовится встречать Новый год, а он намекает, что скоро на носу война, что не до елок сейчас Армении. Ну вот как раз Затулин заговорил против мирного договора между Ереваном и Баку. Вот на фотографии Затулин. Так, по мнению российского эксперта, закрывающий Карабах мирный договор станет капитуляцией Армении. Так, это официальная позиция России состоит в том, что между Арменией и Азербайджаном должен был быть подписан мирный договор. При этом проблема Карабаха должна обсуждаться и решаться. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы России по делам СНГ Константин Затулин. Так, раньше Затулин выразил мнение, если Ереван и Баку подпишут мирный договор, закрывающий вопрос Карабаха, его можно будет считать капитуляцией Армении. В рамках программы «День с Вером Нацакяном» депутат Госдумы также отметил, что было бы ошибкой признавать в 1991 году территориальную целостность Азербайджана вместе с Карабахом. Затулин против мирного договора между Ереваном и Баку. Ну вот этот Затулин, да, агрессивно, он все время против Азербайджана выступает. Он вообще хочет, чтобы Азербайджан и Армения воевали всю жизнь. В общем, никаких мирных договоров не было. Но армяне обиделись еще на российского депутата Федорова. Да, он выступал недавно против армян, я сделал ролик такой. Для своей защиты армянская сторона привлекла российских пропагандистов и политиков. Так, накануне этот депутат Госдумы России Евгений Федоров прокомментировал митинги в Армении, на которых собравшиеся требовали выхода республики из АДКБ. Там армяне правильно вышли с митингами протеста против России, против Путина. В общем, Путин предатель, Россия предатель. В общем, собирайте свои вещи, улепетывайте с Армении подальше. И базы убирайте свои. И, в общем, прощай, немытая Россия. Вот как раз Федоров, видно, услышал эту информацию и стал наезжать на армян. Так, Федоров заявил, что власть в Армении была поставлена США в ходе оранжевой революции. Армения тупиковая страна в геополитическом плане. Ну, понимаете, если да, Армения конкретно будет сейчас с Путиным воевать, холодная война начнется, то Путин перекроет все ей тут быстро. Со стороны России, Грузии, и Иран подключит. В общем, он намекает, что не шутите типа с Путиным в Армянии, для вас кончится трагически. Ну и этот самый Федоров тоже говорит, что Армения тупиковая страна, типа вы в тупике полнейшем будете. А как решать вопрос, вопросительный знак? Армения вышла из состава СССР по закону? Он говорит нет. Значит, это незаконное государственное образование.
Действовать нужно исходя из этого, сказал депутат. Так, и Федоров еще что-то заявил. В общем, армяне даже, как сказать, не понимают, в чем дело вообще. А здесь еще пишут, что один этот депутат, политический деятель, назвал заявление Федорова глупостью, отметив, что только Армения и Грузия до вхождения в состав РФ, то есть в состав Советского Союза еще, да, имели свою государственность, письменную историю. В общем, да, ему намекнули Федорову, что Армения, Грузия, эти страны считались как бы ни при чем тут Советский Союз, они считались, что отдельные страны сами по себе. Ну, потом Советский Союз их там, да, присоединили, и они потеряли как свою эту государственность. Ну, в общем, армяне прикинулись, делают вид, что не понимают, о чем говорит депутат Федоров. Какой-то он неадекватный такой, какой-то такой вечно, какие-то мне не нравится вообще поведение. Видно, какой-то, может, больной на голову. Извиняюсь за выражение. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.